Здравствуйте, друзья! С вами Михаил. И сегодня тема нашего выпуска – смена стартера на автомобиле Hammer H3. Объем двигателя 3,5 литра. 2006 года выпуска. Ситуация такая. Поворачиваем ключ. Слышим, что стартер крутится с бешеной скоростью. То есть в холостую, а автомобиль даже и не думает заводиться. И тут возможно несколько вариантов. Неисправность тягущего реле, либо самого биндекса. Вскрытие показало, что у нас второй случай, а именно на кольцевой шестерне срезала зубья. Она, кстати, пластиковая. В итоге сателлиты просто вращались на месте. Найти новую кольцевую шестерню не удалось, поэтому пришлось искать новый стартер. Если вам интересно видео вскрытия стартера, пишите в комментариях, сделаю. Итак, цены на разборках меня не порадовали. $200 – это дорого, к тому же и вещь это такая. По сути, БУ стартер – это кот в мешке. Сегодня работает, завтра нет. В итоге было решено взять новый. В качестве нового стартера был выбран стартер китайской фирмы VPS, артикул 6490N с мощностью 1,6 кВт и стоимостью меньше $100. Брать стартер от фирмы Delco за $600 желания не было. Стартеры VPS 6490N подходят к Chevrolet Colorado с объемом двигателя 3,5 литра. Кроме того, если искать аналог для стартера, то данные стартера не будут выходить в поиске. Такое бывает. И, возможно, продавцы вам будут доказывать, что он не подойдет. Подходит прекрасно. И это сказано на сайте производителя стартера VPS. Так что не верьте продавцам. На Hammer H3 с объемом двигателя 3,5 литра подходит. Итак, чтобы поменять стартер, нам понадобится снять аккумулятор с боксом, снять левое колесо, снять левый подкрылок, снять дроссель, сбросить ремень дополнительного оборудования, открутить генератор, оставив висеть его на одном болте, снять впускной коллектор. И, наконец-то, сняв стартер, вставить новый и собрать все в обратном порядке. Для того, чтобы снять выпускной коллектор, потребуется гибкий вал. А сейчас к вашему вниманию видео, который более наглядно позволит вам понять, как это сделать. Вот наша дроссельная заслонка, которую предстоит снять. Аккумулятор сняли. Нужно теперь снять его площадку. Вот он наш выпускной коллектор. Но перед его снятием необходимо скинуть ремень дополнительного оборудования и открутить генератор, оставив висеть его на одном болте. Снятие и установка ремня выполняется просто. Прижимной ролик четырехгранником на 10 опускается вниз, после чего ремень можно скинуть или накинуть на помпу гидроусилителя. Все просто. Сняли дроссельную заслонку. Аккумулятор с боксом убрали. Скинули генератор, чтобы добраться вот до этого болта. Вот тут расположен стартер. Его уже сняли, а отверстие заткнули тряпкой. Чтобы открутить верхний болт, и снимается выпускной коллектор. Нижний болт выкручивается из-под колеса после снятия левого колеса и левого подкрылка. Это выпускной коллектор. У него 9 болтов крепления. Очень большая деталька. Контакты стартера прикручиваются сразу, до его установки на место.
потому что после установки сделать это будет очень затруднительно. Поэтому прикрутите контакты, а уже потом прикручивайте стартер. А вот новый установленный стартер. Вид сверху. Напоминаю, крепится на 2 болта. Вот он, наш новенький стартер. Встал как родной. Смотрится просто отлично. Сразу скажу, что самое сложное — это снять впускной коллектор. Можно только в первый раз, так как нужно найти все 9 болтов. А в заключение скажу, стартер прекрасно работает полгода. Надеюсь, для вас это видео было полезным. А подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Не пропустите следующий выпуск. В нем мы рассмотрим причину, по которой Хаммер H3 глохнет при остановке. На этом у меня все. С вами был Михаил. Всем пока!